Всем привет, с вами Тори-чан. Японцы очень ценят свою традиционную культуру, поэтому она хорошо сохранилась до наших дней. Но ритм жизни японцев продолжает меняться, поэтому некоторые вещи устаревают и обречены на исчезновение. Поэтому сегодня я расскажу вам о 10 вещах, которые считается, что исчезнут из Японии в ближайшее время. Первое – это инкан или ханко, личная печать. Японцы не подписывают важные документы подписью, ручкой, для этого используется личная печать. У каждого японца есть своя личная печать, сделанная на заказ, где вырезано их имя, фамилия, ее макают в красные чернила и подписывают этой печатью документы, что довольно надежно, потому что подделать такую печать трудно, ее не только делают на заказ, специальную дизайн там решают, какой хотят сделать, но ее и регистрируют в городском управлении, так что это именно официально твоя печать, поэтому подделать ее трудно, безусловно, но это не очень удобно. Мало того, что если ты забыл печать дома, а тебе нужно что-то подписать, тебе придется за ней ехать, так еще и то, что поскольку печать физическая, тебе нужно все документы, где нужна подпись, распечатывать и ставить на них печать, а это много бумажек. И сейчас во время короны все труднее ехать куда-то, подписывать контракт, именно потому что нужно ставить эту печать физическую, и все больше людей начинают использовать электронную печать, что очень удобно, но с другой стороны это немного грустно, потому что это обозначает, что целая индустрия производства японских традиционных печатей ханко, а это мастера, которые изготовляют эти ханко и так далее, то есть традиционная японская тоже культура, она, скорее всего, будет потеряна или уменьшится в своих масштабах довольно сильно. Второе – это васики тойре, японский традиционный туалет, который выглядит вот так вот. Вика, где японский туалет? Это обычный старый туалет, я бы даже сказала, это обычный одесский туалет на пляже, но да, вот это считается японским традиционным туалетом васики тойре, который раньше в Японии все использовали, до того, как придумали магические туалеты Тото, которые сейчас почти везде, во всех местах, во всех шоппинг-центрах, домах, но также до сих пор остались в Японии вот такие вот васики тойре, традиционные туалеты дырка в полу, которые пугают многих иностранцев и молодых японцев, потому что, да, такие туалеты популярны раньше были среди предыдущего поколения, в них, говорят, удобно ходить, когда ты в кимоно. Но поскольку в наше время японцы носят обычную европейскую одежду, и многие люди, не привыкшие к таким туалетам, потому что дома у всех обычные туалеты, даже когда такие туалеты есть в шоппинг-центре, есть, допустим, 5 туалетов, из них 2 вот таких вот и 3 обычных туалета, люди не идут в эти японские туалеты, они ждут, пока освободятся обычные кабинки с обычными туалетами. Поэтому японские традиционные туалеты говорят, что полностью исчезнут скоро из Японии. Это хорошо или плохо? Третье. Канкири. Консервные ножи. Говорят, что в ближайшее время из Японии полностью исчезнут консервные ножи, потому что в последнее время в Японии почти не производят консервы без открывашек, то есть в Японии вот таких консервов уже почти нет, иногда можно встретить, но очень редко, почти все консервы в Японии с открывашкой уже приделаны к консерве, что невероятно удобно, поэтому консервные ножи никто уже здесь не использует, и часто у японцев их нет дома. И в принципе в Японии не только консервы, но и любая упаковка очень легко открывается. Это делается потому, что в Японии старение нации, и основные покупатели это люди в возрасте. Поэтому, чтобы люди в возрасте могли открыть, что они купили, каждый человек может ослабшими руками, консервным ножом консервы открывать или разрывать упаковки. Поэтому делается все максимально, чтобы было просто открыть. Четвертое. Рецепты с порциями на 4 человек. Вы знаете, в книгах с рецептами или на сайтах, где пишутся рецепты, обычно пишется, что вот на такое-то блюдо, на 4 порции нужно вот столько-то ингредиентов. Раньше это было стандартом для Японии, писать рецепты на 4, потому что это была стандартная японская семья. Мама, папа и 2 ребенка.
раньше, но в последнее время все меньше японцев женится или выходит замуж, все больше людей до старости лет не заводят семью. По статистике, в районе 20% японцев в возрасте от 45 лет ни разу не были в браке. И это касается не только порций в рецептах, поскольку все больше людей живут одни и не заводят семью, многие продукты и заведения ориентируются на вот таких вот одиноких людей. Допустим, в Японии есть набе, суп, который продается в упаковках на от 3 до 5 человек суп рассчитан. Такие продаются до сих пор, но также часто можно заметить в магазинах на одного человека такие вот упаковки с супом. Или, допустим, если раньше считалось, что якинику, жареное мясо, рестораны, это семейная такая вещь, все идут с семьей жарить мясо, то сейчас популярна хитори якинику. Один ты идешь в ресторан, у тебя с двух сторон такие как перегородки, и ты один жаришь себе мясо. 5. Говорят, что в ближайшем будущем из Японии исчезнут многие обслуживающие профессии, как кассир в магазине или персонал в банке, в отеле и так далее. Причина на то, первое, это то, что в Японии старение нации, и все больше людей, кто на пенсии, кто не работоспособен, и все меньше людей, кто работоспособен, рабочего класса все меньше. И второе, не все хотят работать в магазине кассиром, это довольно тяжелая работа, поэтому все больше магазинов сейчас переходит на self-reji, это называется, self-касса, где ты сам можешь расплатиться, кассира нет. Таких магазинов в Японии сейчас реально много, и говорят, что к 2024 году, через 2 года, получается, будет уже более 1000 магазинов фамима, это комбини, японские круглосуточные магазины, где нет кассиров. Конечно, это не значит, что абсолютно без людей магазины будут те, кто не кассиры, а те, кто просто расставляет по полкам еду, скорее всего, там убирает, но вот кассиры и, допустим, в отелях люди, кто стоит и принимает посетителей, такие профессии, скорее всего, будут постепенно вымирать в Японии. А знаете, что не исчезнет? Некоторые относительно новые, но очень востребованные профессии, в частности, связанные с IT, AI и Data. Например, одна из очень востребованных профессий с большим количеством вакансий на рынке, не только в Японии, но и по всему миру, это аналитик данных. Это специалисты, которые собирают, обрабатывают, изучают разные данные в целях решить проблемы бизнеса. Понимаю, звучит сложно, но для разработки любого продукта, любого бизнеса нужна помощь аналитика данных, чтобы понимать свою целевую аудиторию, востребованность на рынке и так далее. Поэтому такие специалисты помогают бизнесу расти, и это не только востребованная профессия, но и хорошо оплачиваемая. В России такие специалисты получают от 130 тысяч рублей, в Японии в разы больше. Поэтому сегодня я хочу посоветовать вам курс от Skill Factory «Аналитик данных». На курсе будет максимум практики, занятия с экспертами из Яндекс, Озон, ВКонтакте, поддержка от менторов во время всего обучения и стажировки, а также у Skill Factory оценка от студентов 4.7 из 5, что довольно много, поэтому советую. И также по промокоду TORI скидка 45%, поэтому переходите по ссылке в описании видео, записывайтесь. 6 вещь, которая говорят, что скоро полностью исчезнет из Японии, это янки. Янки — это такие бандиты, хулиганы, группировки, в общем, хулиганов, янки называются, как в аниме «Токийские мстители», вот это типичные янки. В Японии раньше их было очень много, как это правда, как в этом аниме, но в последнее время все меньше и меньше вот таких вот янки в Японии. Я, наверное, ни разу даже не в Японии янки не видела на мотоциклах таких вот. Не путайте с якудза. Якудза — это совершенно разные вещи. Якудза — это более как традиционные янки, это мафия якудза, и там более глубокие корни, и они в Японии до сих пор есть, но их тоже никто никогда не видит, я не видела ни разу в Японии якудза, а янки — это как именно банды хулиганов, кто территорию между собой делит. И причины, почему янки почти полностью исчезли из Японии: первое, это, конечно же, полиция, всех отлавливают, кто на мотоциклах группировками собирается и там устраивает разные разборки. Во-вторых, это перестало быть модным. Если раньше было много манго, много аниме на эту тему, и это считалось реально круто, вот я с моими дружбанами, короче, это наш район, то сейчас это не считается круто совершенно, это
дасай, это, отстойно. И третье, многим молодым японцам сейчас очень не нравится концепция взаимоотношений внутри этих группировок, то, что есть босс, и есть тут все, кто его пешки под ним. Короче, отношения старших и младших не нравятся японцам в этих группировках, что очень похоже на то, что японцам не нравятся отношения старших и младших в фирмах тоже, поэтому такая современная причина, почему янки больше не популярны. 7. Охаши. Палочки. Думаю, что у многих есть представление, что японцы в основном едят палочками. И это правда на данный момент, но очень многие молодые японцы не умеют держать палочки правильно. Дело в том, что последние годы детей уже не так яростно учат палочками есть, как раньше. Раньше маленький ребенок, его буквально с самого начала приучали есть палочками. Сейчас это ложка. Для начала. Раньше детям, если они балуются с палочками и там не едят именно нормально или вкалывают их в рис и вот так вот пытаются ими есть, то у детей забирали еду и говорили, что все, хватит на сегодня еды. Сейчас это считается, что уже все, child abuse, поэтому такого не делают. Раз ты не хочешь есть палочками, не можешь есть палочками, на тебе ложка, или давай мама тебя покормит. Поэтому дети все позже и позже начинают учиться есть палочками, и многие молодые люди не знают, как, в принципе, правильно ими есть. То есть они могут держать палочки, но не совсем правильно. И я знаю, такая есть фишка среди молодых японок, они не хотят идти на первое свидание куда-то, где нужно есть палочками, поэтому не хотят идти есть японскую кухню, потому что они не уверены в своих силах, что они могут красиво и правильно ими есть. Поэтому, если приглашаете японку на свидание, желательно куда-то в итальянский ресторан, где можно есть вилкой или руками, еще лучше. 8. Телевизор. Да, наверное, для многих из вас телевизор уже в прошлом, но не в Японии. В Японии до сих пор очень большой процент населения смотрит телевидение, у многих дома есть коробка, у нас нету, кстати, мы считаемся редкими, что мы не смотрим утренние новости или сериальчики по телевизору, а делаем это в интернете. Это потому что в Японии старение нации, и очень много людей в возрасте от 50 лет, кто считается основной аудиторией для телевидения, поэтому здесь оно все еще процветает. Но также считается, что будет переломный момент, когда станет очень мало зрителей телевидения, и тогда оно полностью внезапно исчезнет. 9. Оджиги. Уважительный поклон. Думаю, многие знают, что японцы кланяются. Когда здороваешься, кланяешься. Когда с кем-то знакомишься, кланяешься. Но в современной Японии все меньше ситуаций, когда нужно кланяться. В основном оджиги делают только персонал, который вас обслуживает в кафе, в ресторане, в отеле. Там есть несколько разных степеней уважения. 15 градусов, 30 градусов наклона, 45. То есть, чем ниже ты кланяешься, тем больше уважения ты проявляешь человеку, которому ты кланяешься. Допустим, если твой босс, это ты кланяешься ему 90 градусов. Чем ниже, тем лучше, я шучу, конечно. В современной Японии в основном японцы делают не уважительный поклон, а так называемое эшаку. А эшаку это вот такое движение. Это очень-очень короткий поклон, который вроде как проявляешь уважение, ну так, casual, а именно глубокий уважительный поклон. Только в некоторых ситуациях, допустим, в фирме тебя босс представляет другому боссу из другой консервативной фирмы, и ты ему можешь сделать глубокий поклон, и то это уже довольно большая редкость, потому что сейчас многие японцы просто пожимают руку. И 10. это хоуген, диалект. В Японии очень много разных диалектов. В каждой префектуре есть свой диалект. Поэтому даже если ты знаешь японский язык, и ты поехал в Осака или еще хуже Окинава, самый юг Японии, есть такая вероятность, что ты не поймешь, что тебе говорят японцы, потому что диалект настолько отличается от обычного привычного японского, что реально трудно понять, что тебе говорят. Я же вроде понимаю японский, в чем проблема? Скажите еще раз, пожалуйста. Настолько он разный, особенно на Окинава, юге Японии. Но все больше и больше молодых японцев не говорят на диалектах. Дело в том, что в современной Японии преподают хёджинго, то есть единый литературный японский, который
как в Токио, скажем так. И диалект знают только пожилые люди, бабушки, дедушки, а молодое поколение, оно учится именно правильному литературному японскому языку без разных намари, вот этих вот диалектов. Это были вещи, которые говорят, что возможно исчезнут из Японии, а что бы вы хотели, чтобы не исчезало, а осталось? Жду ваших комментариев. Я бы хотела, чтобы остался диалект. Мне кажется, они очень в Японии колоритные. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще. Всем пока.